Привет, друзья! Сегодня внеочередной эфир. Хватает света или нет? Если недостаточно, то добавим. У меня сегодня, видите, голос другой. И не только из-за микрофона, и из-за красного напитка. Сегодня про обувь будем говорить, друзья. Выбираем обувь на сезон 22. Света все-таки мало. О, так получше. Ну так вот, друзья, пока я не перешел к классу устройства, поскольку вы знаете, у меня 1000 подписчиков пока нет, но я думаю, что с помощью Пуси и Фавионыча все это изменится. Все получится. Сегодня среда по средам, сегодня необычный выход в эфир. Видите, у меня сегодня голос. Простыл я, друзья. Моя поездка в Москву сказалась на моем здоровье, поэтому я сегодня дышу картошками всякими разными. Ну, короче, лечусь и пью полезный сок. Из ягод, друзья. Так что вот, кто выходит на эфир, друзья, выходите. Сейчас проверим звук. О, вроде нормально все. Я тут сейчас, пока вы присоединяетесь, мы сегодня будем говорить про выбор обуви. И я хочу от вас получить информацию, какую обувь вы считаете лучшей для, ну или используете для зимы, или будете использовать, потому что, ну а как нам еще? На обратную связь. Я об этом тему неоднократно уже говорил, друзья, что надо к этому вопросу относиться серьезно. Поэтому я не знаю. Я считаю, что все-таки это важный вопрос. И что касается именно выбора, поскольку, ну, это же наше здоровье, ну и плюс удобство, потому что, видите, я как запинаюсь, да, запинаюсь. Да. Решил я сегодня, видите, попозже выйти. Честно говоря, не хотел пропускать среду, но вот в среду, по-моему, мы не выходили, я был занят в поездке, где, кстати, я использовал обувь, которую я приобрел весной. Весной я ее ходил. Сейчас это видео друзья смотрят, и комментариев достаточное количество. Что-то у нас с микрофоном какая-то беда сегодня. О, так получше вроде, да? Ну, я надеюсь, что будет нормально слышать. Если вы скажете, что плохо слышно, я его вообще уберу, этот микрофон, и будем говорить уже без микрофона. Но я надеюсь, будет слышно нормально. Так вот, это Adidas Fusion Storm, которым я брал специально в Москву, чтобы потестить его на теплом режиме. Я туда приехал, там было 13 градусов. Но Москва, как всегда, изнуряет. То я был в Московской области, и у меня было время какое-то протестировать его, во-первых, в поезде в Сапсане, насколько в них жарко, действительно в них жарко. Мне писали в комментариях люди, которые боялись, что вот эта прорезиненная ткань будет в них ноги потеть. Я написал, что ноги в них не потеют, если вы находитесь на морозе или на прохладной погоде. Почему? Потому что здесь, во-первых, вот такая сзади штука из ткани. А, во-вторых, если внимательно посмотреть, здесь интересная подошва. Я не знаю, насколько она прозрачна для воздуха или нет, но, во всяком случае, у меня ноги в ней не потели на морозе. Ну как морозе. Это было весной, да. Стелька здесь тоже такая с влаговпитывающим устройством, да, можно так сказать. Поэтому, ну, в помещении, конечно, в них жарко. Но жарко в помещениях в любой обуви, а, не в любой, друзья, нет. Я жду от вас вопросов, ответов и, собственно говоря, больше ответов, да, что вы используете, что вы считаете для зимней обуви главное, какие материалы вы считаете нужны, все-таки натуральные или синтетические. Я про последнее время приверженец синтетических материалов, они легкие и продуваемые, но это про летнюю обувь, и мы с вами будем еще говорить про это. Что же здесь, да, что здесь в этом Fusion Storm так интересно меня подкупило? Они как лапти, друзья, они широкие, очень широкие. Нога в них стоит ровно абсолютно, никуда не изгибается. Вставка сделана из такого интересного материала. Я думал, что это полиуретан. Ну, это похоже что-то, она шипованная, здесь видно ее, да. Трей
Traction, которые у меня были предыдущие, да, вот это здесь написано, надпись Traction, они мне послужили 8 лет, но развалились, они стерлись. Я не знаю, насколько долго эти прослужат, но подозреваю, что дольше. Почему? Потому что у тех была вставка пластиковая, здесь пластиковой вставки нет, поэтому вот эта часть, она абсолютно мягкая. Что с одной стороны хорошо, с другой стороны, видите, вот этот выступ как раз сделан, наверное, все-таки с расчетом на то, что вы пятку не будете бить. Ну и с передней части здесь все защищено, все удобно сделано. Люверсы специально пришиты, поэтому верхняя часть вся тканевая, вся прозрачная. Ну, в общем, обувь очень легкая, компактная. Мне она нравится, но были вопросы по поводу того, будет ли в ней тепло в мороз, в лютый, да, в 30. Я уверен, что в этом году, друзья, мы с вами увидим настоящий лютый мороз не только на территории Сибири, там других каких-то снежных районов, но и в том числе в Питере, где я живу. Потому что по всем признакам, а признаки фотографические, признаки природные, говорят о том, что все-таки это будет лютая зима, и контрастный климат, который мы говорим об изменении климата, да, что он однозначно он изменился, по всему миру это прослеживается. И я думаю, что контрастное изменение погоды, связанное с изменением течением, связанное с потеплением, так называемым глобальным, оно происходит из-за того, что э, из-за чего? Из-за перемещения воздушных масс, конечно, да. Воздушных и водных масс. Мы это повсеместно наблюдаем. Что касается влагозащиты, да, то здесь она сделана по такому принципу. Вот этот материал, он просто не пропускает воду. То есть верхняя часть вот эта, она как бы вроде как испаритель, получается некая такая черная галоша, видите, как, помните, такие галоши были, которые одевали на обувь в 19 веке. Ну и, кстати, они популярны были в нулевых, вновь люди стали покупать, и сейчас я думаю, что модно галоши. Может быть, кто-то напишет, может быть, просто галоши купить к обычной обуви, и все. Ладно, отложим это в сторону. А вторая обувь, о которой я хотел, упоминал уже в видео, да, э, это компания Эко. Я с этой компанией познакомился достаточно давно, в 90-х годах, когда мне совершенно случайно попались кеды компании Эко. Я их приобрел и носил, я не знаю, сколько лет, очень много. В машине, тогда у меня еще, по-моему, была девятка. И, в общем, сносил я до такой степени, что они просто стерлись все, подошва вся стерлась. Хотя кожа, с ней ничего не произошло, я ее практически не снимая носил весной, осенью. Это черная серия, я не помню, как они называются сейчас, и по фотографиям можно будет восстановить. Кому интересно будет, если кто-то интересуется именно конкретно, какая модель, я могу фотографии потом в отдельном видео каком-то вставить, когда буду записывать про них видео. Это будет цикл видео про эко. Почему? Потому что а, эко, который я использую в жарких странах, это оффроад моделька. Я сейчас ее обновил, купил ее коричневую версию. Но для примера могу сказать, что это обувь, которая меня ошеломила. Ошеломила, когда я покупал. Потом это был поездка Сицилия. а, На Косе, по-моему, я в ней тоже был. Нет, Сицилия. Дальше это 2 года на Занте. Потом это были 3 поездки на Крит. И несколько поездок в Турцию. То есть две точно поездки были. А, В общей сложности, стоимости, хотел сказать, эти так называемые сандали, они намотали у меня, я думаю, что несколько тысяч километров пешком. Сколько это было в автомобиле, я вообще молчу, потому что даже по Криту, если сложить, я думаю, что там тысяч, наверное, 15-20 было, только на автомобиле, и плюс другие страны. Но могу сказать, что удивило меня в этой обуви то, что практически неснашиваемая подошва. Несмотря на то, что я ее использовал по камням, лазил по горам, по песку. Она у меня утопала в болоте. Кто смотрел мой выпуск здесь, в Лахте, когда я высаживался в лодке прямо около дома, и у меня увязли ноги в болоте, я там в такой, в глине, да, я ее вытаскивал, думал, они порвутся, потому что предыдущие случаи, когда я в сандалиях вот так делал, они рвались 100% кожи. Здесь ничего не произошло, поэтому качество этой обуви для меня всегда было ориентиром. Ну вот супруга недавно тоже все-таки решилась на это, да, и сейчас вот через какое-то время, может быть, я покажу вам тесты осенней обуви эко женской.
Ой, я буду прерываться. Друзья, ну кто посмотрит в записи, я буду благодарен, потому что трансляция сейчас актуальны. Мы с вами вместе что-нибудь поделаем в онлайне. Но пока сегодня я решил поднять эту тему, и я жду от вас комментария, друзья, какую обувь вы используете, какую обувь вы считаете, вне зависимости от стоимости, вне зависимости, может быть, без марок какую-то обувь, которую вы считаете. Валенки, например, я использовал в детстве постоянно как зимнюю обувь. Очень, очень удобно в них кататься, они надежные. Это валеный материал, он валится в теплой воде, потом это все шерсть. Поэтому это тоже, эта технология на самом деле, хотя и старая, но она очень надежная. Возможно, кто-то вспомнит кожаные классические сапоги, да, на меху, которые у меня есть. Я уже о них говорил, это чешская компания. Их у меня этим сапогам почти 30 лет. Они до сих пор не разорвались, нигде ничего не произошло. Чуть-чуть стерлась овчина, но все. В самый тяжелый мороз, когда там градусов 30, я всегда одевал их. Значит, значит, вернемся к эко, друзья. Эта моделька, она не считается зимней обувью, хотя в линейке компании Эко множество ботинок, множество сапог, кед, которые предназначены именно и для экстремального вида спорта, и для зимы. Я решил остановить свой выбор на данный момент вот на этой модели. Полиуретановая подошва, здесь резина, вот такие люверсы классические, как в горных ботинках. Почему? На самом деле это кеды. Линейка называется Byway. Переводов очень много, но выберите тот перевод, который вам больше подходит. Мне больше подходит, что это на дороге, грубо говоря. А, Значит, по конструкции она похожа на те кеды, которые я покупал классические в 90-х годах, которые я долго носил. За исключением того, что здесь высокие кеды, поэтому здесь есть молния. Это удобно. Почему? Когда вы настроили вот этот подъем под свою ногу, многие говорят, что это низкий подъем. Да, это так. У меня есть сапоги кожаные, которые с низким подъемом, несмотря на то, что кожу они используют сумасшедшего качества, имеется в виду по уровню, очень хорошую, они все равно слабо растягиваются, потому что кожа, ну, как бы кожа хоть и растягивается, но не сильно, поэтому подъем у них слабый. Здесь подъем регулируется за счет вот этих шнурков, поэтому можно сказать, что, ну, у меня нога с подъемом высоким, все подходит, все хорошо. Внутри здесь не классическая какая-то эковская стелька, которая впитывает воду, а здесь они положили вот такую стельку. Это войлочная стелька, которую можно поменять. В ботинках, кстати, на самом деле, можно вставлять любую стельку. У меня в сапогах, например, я носил без стелек вообще, просто открытая кожа, или там дополнительная стелька, которая у меня есть отдельно, именно фирменная эко. Значит, почему я их не одел в Москву? Потому что я их не разносил. Я просто не успел разносить, несмотря на то, что у них кожа разнашивается достаточно быстро, но здесь жесткая пятка, она явно со вставкой, то есть такая жесткая. Я понял, что я натру, поскольку я предполагал, что я там буду долго ходить. Ну, никто же не знал, что у меня не получится столько ходить. Поэтому я ходил это время в Адидасе, в Fusion Storm. Но, тем не менее, вот по приезду я их постепенно стал разнашивать, и короткими перебежками, как говорится, в магазин, еще куда-то я стал в них ходить. И, к моему удивлению, да, действительно, кожа принимает силуэт ноги, действительно, в каких-то местах она немножко меняется, растягивается. Но, собственно говоря, почему я взял эту обувь, почему мне было интересно ее потестировать вот в осенне-зимний период? Во-первых, я предполагаю, что вот сегодня у нас уже снег пошел, друзья. Сегодня был первый день. Вчера, кстати, тоже снег шел. Но сегодня уже по всем районам города шел снег. То есть мы приблизились к зиме. Насколько она быстро будет развиваться, посмотрим, да. Но я обращу внимание вот на эту надпись. Gore-Tex. Посмотрите, кому интересно, кто не знает, это мембранная технология компании, которая выпускает несколько видов Гортекса. Запатентованная мембрана, которая используется производителями верхней одежды, производителей обуви, в том числе и компания Adidas, и компания Eco, и других компаний, Arc'teryx, например, таких как Adidas, Nike и прочие. Технология интересна тем, что она, можно сказать, дышащая. То есть мембрана позволяет отводить влагу, при этом она сама влагу не впитывает. Так называемая дышащая технология. Значит, в них вообще не жарко, честно говоря. То есть я не знаю, что будет в мороз, но вот сейчас я в них хожу очень комфортно.
То есть если Adidas одеваю, чувствую, что как бы у них тепло, действительно нога нагревается. Здесь этого не происходит. Нога абсолютно дышит. И несмотря на то, что в нижней части подошвы нет каких-то специальных вентиляционных отверстий, и даже вот с этой стелькой, в которой тепло действительно, а я подозреваю, что эта стелька как раз на зиму, можно так правильно сказать, да. Поэтому я думаю, что все-таки мне просто от вас будет интересно, что вы скажете. Может быть, кто-то имел опыт уже использования этой обуви и знает, что такое, например, вот такие высокие кеды на зиму, да, или кто-то считает, что будет зима теплая, как такое может случиться, и мы с вами, грубо говоря, будем ходить в летней обуви. Такое было не раз, кстати. Были года, вы помните, когда действительно зимней обуви не требовалось, ходили все в осенней. Это было относительно недавно. Но я все-таки сторонник того, что в эту зиму все будет по-другому, и я уверен, что мы с вами увидим зиму какую-то такую суровую. С одной стороны, не хотелось бы, и пусть и тоже и Фавионычу ползать по сугробам, но с другой стороны, ну а как мы с вами сделаем хорошие какие-то кадры интересные, действительно уникальные, чтобы люди на них реагировали, да, и попадали в Explore, попадали во Flickr. Кстати, друзья, я говорил, не знаю, но у меня в начале этого года, где-то месяц назад я записывал статистику по Google картам, у меня были вопросы, в связи с перезагрузкой серверов, вот эти сбои там всевозможные. И сейчас вот вы знаете новость, Facebook будет менять название. Ну, это все звенья одной цепи. Файоныч достаточно быстро читает эти знаки. Вы знаете, кто смотрит мой плейлист, не только плейлист Sigma Lunatum, но смотрит регулярно мой канал, понимает, что системный метод, системные законы, как бы Фавионович разбирается немножко в них. Так вот, ничего случайного не бывает, как я говорю, с 6 лет. И вот 9 миллионов месяц назад, а сейчас вот я открыл статистику, 15 миллионов просмотров по Гуглу. То есть в 1,5 раза за один месяц там, ну, это как минимум странно. С другой стороны, понимая, что изменился алгоритм просмотра, изменился сбор материалов, нужно понимать, что не просто люди стали больше смотреть и проводить в интернете, а просто сервера начали объединяться, получать какую-то сквозную информацию. И, собственно говоря, люди смотрят и интересуются не только обувью, да, не только фотографией, но и вообще местами, где вы находитесь, путешествуете, какие-то отзывы оставляете. Это позволяет сообществу искать какие-то интересные места, находить их, да. Ну и вот если вы смотрели недавнее мое видео, я такие места показывал. Я не говорю про известные какие-то, куда вы отправляете по Мукале, или, например, на Сальдо, о которой рассказано очень много всевозможных, всевозможных видео и блогеров. Но я вам показал именно место, откуда можно поселиться, да, где поселиться, получить самый быстрый доступ к этому месту. И вокруг всего озера объехал, показал вам какие-то локации, может быть, будет интересно, кто-то отправится в это магическое место. Сейчас эта тема раскручивается. До 2023 года там построится будет город, он, в принципе, уже строится небольшой. Экозона, правительство туда вкладывает деньги, соответственно, это будет туристическое место. То же самое говорит про Питер. Да, сейчас вокруг Питера сооружается и конструируется множество таких туристических маршрутов, зон, и по России тоже. И этот так называемый внутренний туризм, да, он даже если не будет внешний, внутренний, он будет развиваться в любом случае. Кстати, напишите, если вам эта мигалка мешает смотреть, я ее выключу, мигалку эту. А вдруг вы скажете, что это плохо. Оп, нет мигалки, Новый год еще не начался, да? Ну вот, друзья. Так что вот, посижу немножко, еще подожду ваших вопросов. Может быть, кто-то подойдет, и, может быть, кто-то присоединится к нам. Я понимаю, что сегодня рабочая неделя, и вроде как я задержался с эфиром, а я обычно это делаю в среду в начале первой половины дня, но сегодня, видите, сегодня такой день, что я сегодня сбился с графика, поэтому сегодня я в эфире днем. Сейчас, кстати, очень темно уже, там все черное у нас. И, кстати, кто меня смотрит, я знаю, с разных стран. Список этих стран расширяется постоянно. Их становится все больше и больше. Надеюсь, что так и будет. И я все-таки верю в то, что вместе мы с вами что-то сделаем такое интересное и сделаем какой-то интерактив. У меня был, вы знаете, год назад эксперимент с сервисом и Clubhouse, и OpenLand. Но я все-таки делаю ставку на YouTube.
на короткие ролики, которые тоже сейчас интересны, и отчасти, конечно, Инстаграм, но Инстаграм, честно говоря, я с каждым днем все верю в него меньше и меньше. Тем не менее, у меня есть Инстаграм, можете зайти посмотреть, если кому-то интересно. Анонсы все на моем телеграм-канале, анонсы именно эфиров, анонсы каких-то новых роликов, видео, в том числе и по тесту. И, кстати, проект «Проба», он изначально задумывался как тестовый проект, тестовый не только обуви, да, о которой мы с вами сегодня говорим, не только мест, где я бываю, но и каких-то феноменов, которые мы в жизни сталкиваемся, и чтобы их описать, и чтобы люди знали об этом, да, если они этим интересуются. Давайте сегодня мне никто про микрофон не пишет, но я, судя по тому, что я здесь слышу, вроде слышно нормально. Почему же такой пристальный интерес людей из всех роликов, которые я записываю, в том числе и по Фликеру? А в Фликере, кстати, можно сейчас было записать несколько роликов по выставкам, которые проходили. Это «Уютная осень», где моя работа тоже заняла, я считаю, достойное место, потому что она продвигается хорошо. Предыдущие ролики. Ну, на самом деле сейчас Flickr очень сильно развивается, и кто со мной познакомился до того, как знал про Flickr, да, знает, о чем я говорю, и действительно на своей шкуре, как говорится, почувствовал, что Flickr сейчас продвигает новых авторов и дает им возможность стать известными и, возможно, зарабатывать деньги с помощью фотографий. В том числе и об этом мой канал. Конечно, критика всегда полезна, я приветствую любую критику на канале, но есть какие-то жесткие некультурные, неприличные состояния, поэтому, ну, здесь у меня подход очень простой. Как там говорил наш известный блогер Обломов, да, надо быть толстокожим. Ну, в некоторых случаях я не могу быть толстокожим, я просто выключаю. Ой. О, слышно нормально, да? А так, кстати, вот, Расоник, вот микрофон. Я сейчас вытащил микрофон. Вездеход сегодня не стал подключать, потому что хочу протестить, как работают вот эти микрофоны. Можно подключить себе беспроводные наушники, но вот сейчас микрофон встроенный, да. Понятно, что он записывает, наверное, всю вокруг территорию кухни моей. Как здоровье. Так вот, видишь, как здоровье, видишь, как. Что-то я утром сегодня проснулся, думал, мне будет легче после всяких моих народных методов и всяких витаминов, которые я принимаю, естественных и искусственных. Но что-то чувствую, что все равно какая-то кашель. Ну, простуда, понятное дело. Температуры нет никакой вообще. Точнее, нет, как температуры нет? Температуры нет в космосе, да, она минус 273 или 0 по Кельвину. Нет, у меня температура есть. Термодинамическое равновесие у меня есть, нормально. 36, 36, 36,1, там 36,5. Как там раньше говорили, слабость, да? Ну, какая слабость, друзья? Я с вами, когда общаюсь, у меня, наоборот, сила появляется, энергия. Он Расоник знает. Он тоже, наверное, вкусил, это, я говорю, я вкусил московскую осень, да, такая песня есть у Ронда группы, да, отличная исполнителя. Питерская осень, конечно, она жесткая. В Москве я удивился, честно говоря, выезжал отсюда, было там 3 градуса, туда приехал, там просто выхожу, солнце, посмотрите ролик. Перцовка с медом и жене под одеяло. Правильный совет, абсолютно, да. Перцовку, ну, алкоголь, конечно, ну, кстати, когда болеешь, перцовка помогает. Если, кстати, у кого-то нет перцовки, обычно это делается, берете водку и перец быстро-быстро крутите и выпиваете, пока он не осел. Такой вот подход. Вообще, само по себе наличие перца, Расоник знает, о каком перце я говорю, перце, не об этом. Перец вообще удивительная вещь. Я в этой поездке в Турцию, я, конечно, столько перца съел, и острого, и всякого разного. И сейчас готовлю уже не один год. Всегда вот варил недавно тоже из баранины суп. У меня был такой специальный перец. Кстати, какой вы покупаете? Я покупаю этот таиландский, такие в маленьких упаковках он есть. Он термоядерный. Вот его там один кладешь. Ну, кто любит очень остро, можно с костями положить одну. Тогда просто обжигать будет. А если нет, тогда, ну, без костей. Язык без костей, скажем. А мед, да, я постоянно употребляю. У меня стоит и покажу сейчас.
Ой, заготовка моя. О, это со светлым медом, до этого ушла с темным. Ну, вы знаете, кто смотрел мое видео с лимонадом, да, вы знаете, это заготовка для лимонада, но на самом деле она начиналась не с лимонада, а именно вот с такой вариантом. Это мед, имбирь на терке и мед, имбирь и лимон, или лаймы. Некоторые, кстати, мне советовали добавлять еще, что там советовал Просоник, не помнишь? Что мне там советовал добавлять? Какой-то еще компонент мне говорил, надо еще добавить один. Может быть, кто-то знает еще какой-то секретный компонент? Может быть, перец? Да. Ну и мед, конечно, мед разный у меня. В этом году, кстати, урожай хороший. Я пока новый урожай не открывал, то, что привезли из Башкирии. А вот это то, что я привез еще в прошлом году из Турции, видите, еще я его так употребляю немного. Это высокогорный мед, вот этот, из ольховых, хотел сказать, этих, из еловых. Я вообще считаю, что это лучший мед, который многим нравится. Но вот мне, например, не только я его покупал в Турции, в Германии, в Европе, в Италии тоже он продается. Мед, который из еловых шишек, вот этих или сосновых. Алоэ, да-да-да, вспомнил, алоэ. А, кстати, алоэ вообще волшебная штуковина. Я помню, у меня когда в детстве, в 6 лет я еще в школе не учился, решил поменять цепь, и у меня палец вот этот, он до сих пор, по-моему, неровный, вот этот, да. Он у меня, ну, я считал, что я техник, все разбираюсь уже в 6 лет. Я видел, как цепь меняли на велосипеде. Перевернул его, начал как бы надевать, и у меня палец этот попал в маленькую звездочку, не в большую, в маленькую именно. Ну и что, он у меня между зубьями застрял, и как бы что делать-то? Ни туда, ни обратно. А вы знаете, в тех старых советских велосипедах там в обратную сторону не прокрутишь, как бы там в одну сторону только крутилось все. Ну и в результате я понимаю, что надо что-то делать, как-то надо выходить. И я вот так вот прокрутил. И у меня там просто вот так болтался палец. Я пришел домой, поднимаюсь, там на 5-м этаже, по-моему, жили. Там дядя мой покойный встречает меня, тут весь окровавленный, по поселку иду, весь в крови, все руки, все, иду, плачу, больно очень, потому что палец висит, кровь течет. Ну, в общем, пришла мама, и у нас росли алоэ, а бабушка моя покойная, у нее все было в алоэ. И вот срезали от алоэ штуковину. У меня он, кстати, недавно тоже завял, надо будет новый посадить. И обмотали вот так палец, водой не надо ничего промывать. Собрали его, как бы выпрямили. И, собственно говоря, я ходил забинтованный. И, к удивлению, ну, понятно, что в маленьком возрасте заживает все быстро, но через несколько дней у меня все нормально. И я сначала, как бы он у меня сросся, а потом уже двигаться все нормально стало. Я удивлялся, поэтому после этого алоэ как бы вырос в моих глазах как средство универсальное. Во многих частях в Европе, там и в Азии тоже его используют, даже напитки знаю. Я пробовал, мне нравится тоже напиток с алоэ. Ну, там сахар, конечно, не добавляют, но можно самому делать на самом деле. А вообще, как бы растение удивительное по свойству. Это действительно лечебное растение. Кактус. Я помню, первый раз, когда в Турцию приехал, увидел, какого размера там алоэ. Я сначала даже не поверил, что это алоэ такие бывают. Может, кто-то был в Мексике или еще где-то, знает, каких размеров и какой он вырастает. На Крите, например, их во многих частях продают просто вот такие маленькие алоэ вера его называют, как лекарственное. Ну, вообще много чего продают. Растения без растения мы ничего не можем сделать. Поэтому и тут мы переходим к теме пчел, да, что пчелы сокращаются, опыляют эти все растения цветущие. Пчелы, ну, некоторые считают, что люди будут уже опылять, потому что других вариантов никаких нет. Но я все-таки верю, что человек одумается и все-таки что-то изменится и произойдет что-то нормальное, что пчелы вернутся к нам, да. Ну, попробуем алоэ, кстати. А что, кстати, добавлять какое? Взымать сок из него или прямо так куски бросать туда? Потому что он на самом деле горький алоэ. Если как бы его вот так очистить от пленки, от верхней, да, то есть внутри вот эта мякоть, она достаточно такая горькая. Может, его вымачивать в чем-то надо? В молоке, да? Как рыбу, помню, вымачивал на Черноморском. Катрана, да? Черноморская акула. Она же впитывает сероводород, который находится там на глубине ниже 200 метров. Все Черное море– это сероводород. Поэтому там, в принципе, ничего хорошего для живности, для человека нет.
Ну, вымачивал в молоке, я помню, 2 часа вымачивал, чтобы его приготовить. 2 часа оказалось недостаточно, надо было дольше, да, вымачивать, чтобы этот вкус сероводорода как бы куда-то делся бы от него. Ну вот. Так что сегодня, Расоник, какую обувь рекомендуете для зимы? Питера, да, и не только Питера, если куда-то поедем. Что вообще, какая обувь? Что нужно купить или что не нужно купить, а что, на что обратить внимание, что нужно сделать, чтобы ноги не замерзли, при этом было удобно, комфортно и чтобы ноги не повредить. Ну, Тарасоник знает, мы с ним не раз ходили. Я тут в качестве эксперимента купил прошлой осенью какие-то кроссовки там за 2000, no name так называемые. Я думал, ну, ну полгода-то мне их точно хватит. Честно говоря, я был удивлен, что мне хватило на сколько, 3 или 4 похода. Все. У них развалилась пятка полностью. То есть там из таких материалов все сделано, что капец. И еще я хотел бы вам, конечно, показать, но сейчас не буду прерываться. У меня есть кеды оригинальные, как он называется-то, блин, подскажите бренд. Хелли Хансен, тоже известная компания, которая делает куртки, там все остальное. И я был шокирован, конечно, что после года использования, да, где-то 2 года я их использовал, у меня пробилась пятка не с наружной стороны, а с внутренней стороны, и там все из перегородок, как в дешевой обуви. Кстати, вот, когда я вижу, что внутри обуви сделаны перегородки без усилителей, здесь усилители стоят, я уверен, люди вскрывали. А там просто такие мягкие перегородки, когда вот там снашивается, и все, пятка проваливается, потом с ней ничего не делать. Или заполнять ее чем-то, какой-то пеной или еще что-то. Ну, в общем, признак дешевой обуви, конечно, это не только дешевые материалы, которые сейчас заполнили все, а именно качество изготовления. В том числе, вот, например, технология отливки, как кожа здесь отливается, на чем, как это с подошвой делается у Эко, да, не только у этой серии, но и у тех же самых скороходов, которые я ходил, отливка идет. И что отодрать эту подошву от самой этой штуки, ну, если она отдирается, значит, это признак плохой обуви. Изгибы, швы, и, соответственно, сама кожа. Эко, кстати, использует кожу яка, кожу телячью и кожу, ну, обычной коровы. Что вот, кто знает, что такое кожа яка, да, насколько она, скажем так, лучше или хуже, и для чего она сделана. Я, кстати, вот могу сказать, что под рукой у меня как раз здесь такой набор маникюрный, поцарапался уже. Кожа, например, здесь эта кожа, она считается самой сложной для выделки при испытании ножей, например, на прочность ножа. Ее используют. Это лось. Это очень жесткая кожа, жесточайшая кожа. Ну, компания известна, я думаю, что когда-то компания Золинген, да, сейчас это уже вот так вот выглядит. И, кстати, может быть, меня смотрит один из моих подписчиков, который владеет технологией разделки кожи, и он мне рассказывал по поводу разделки рыбы, да, и лосось, например, используется для производства обуви, в том числе из рыбья обувь. Если, кстати, вы сталкивались с этим, да, ну, понимаете, что чешуя рыбы, она жесткая, она как бы тоже имеет какие-то свойства антиводные, да. Напишите, может быть, кто-то использовал такую обувь, именно с рыбью обувь, да, или змеиную какую-то, еще какую-то кожу. Нечеловеческую, да. Да, значит, вот сегодня у нас обувная тема, поэтому я все-таки надеюсь, что будут от вас какие-то комментарии, кто даже не досмотрит это видео до конца, и мне от вас было бы интересно получить мнение, все-таки, что вы считаете, все-таки это должна быть какая-то натуральный материал, да, который здесь используется, или вы считаете, что это должно быть что-то синтетическое, как я тоже приверженец, что обувь должна быть легкая, и по весу на самом деле они отличаются, где-то раза в полтора точно. Тем не менее, если раньше обувь синтетическая из каких-то новых материалов стоила значительно дороже, чем обувь из кожи, то сейчас баланс сместился. И, например, обувь Эко, которая вот эта моделька, она значительно дороже, чем Adidas. Но мы сегодня как раз об этом говорим. Что, по вашему мнению, вы считаете самым важным в зимней обуви? Может быть, размер, может, высота ее, может быть, какие-то свойства, которые мы не знаем, и Фавиночек пропустил. Э, Почему? Потому что, ну, без обуви никуда не пойдешь. Никуда ничего хорошего не снимешь, да? И у меня были случаи, не только у меня, у многих фотографов и путешественников, это путешествие прекращалось, когда обувь заканчивалась.
Был, кстати, случай в прошлом году, мы с супругой поехали на Сападеры. Она любит передвигаться в этих таких шлепанцах, в обычных, да. Да, кстати, даже на эту ходила. Поднималась с балоса, спускалась вниз и поднималась. Вообще там люди в специальных кроссовках, она поднимается легко. Молодец. Так вот, у нее на Сападеры порвались эти известные марки шлепанцы, не буду их озвучивать, известные марки спортсменов. И в результате у меня с собой был всегда с собой какой-то кусочек веревки, там еще чего-то было. Я там взял палочку, веревку и в результате починил эти. И дошла она, дошли мы до места от самого водопада до места стоянки, там несколько, ну там пару километров, наверное, идти, добрались. Поэтому если обувь в пути где-то порвалась, то, конечно, надо иметь с собой какие-то или навыки иметь починки обуви, да, что у вас там сломалось. Ну, без обуви достаточно тяжело передвигаться, особенно зимой. Поэтому если что-то, если вы потеряете ботинок где-нибудь в болоте зимой, у вас он утрясется туда в трясину или утонет, например, в воде, как у меня тоже такое было, то согласен абсолютно. Для меня это самое важное свойство, и почему я многие годы пользовался именно ортопедической обувью. Специальная, ну, компания Рикер, тот же самый Эко. Это обувь, которая очень удобна для ноги, и она не нагружает суставы, позвоночник и позволяет вам долго двигаться. Неудобная дешевая обувь как раз этим отличается, что ваши кости работают в другом режиме, вы нагружаете сильно, у вас идет неравномерная нагрузка на стопу, и в результате вы устаете, и в результате у вас начинают болеть ноги, спина, все остальное. Люди, может быть, об этом многие не знают, в связи не знаю с чем, может быть, они не интересуются этим вопросом, а доктора не хотят нам про это говорить, но Фавионович вам скажет, что обувь – это то, на чем вы стоите, да, так же, как еда, что вы едите, да, то вы и являете. Обувь – это, собственно говоря, наверное, наиболее важный участок, потому что без шапки вы можете пройти, там, укутаться каким-нибудь там платком, там, еще чем-нибудь, капюшон одеть, там, куртку вы можете просто обмотаться, там, не знаю, ватой, там, не знаю, там, как этот Рэмбо, помните, в этот мешок одеть на себя картофельный. То есть, а если у вас нет обуви, то, скорее всего, вы ничего не сделаете. Поэтому, когда показывают, что люди там делают из мешков там обуви, там лапти какие-то плетут, и так показывают, что они там несколько километров прошли. Ну, это, конечно, сказки, потому что в такой обуви вы, конечно, пройдете это расстояние, но потом вы будете очень долго лечить сначала мозоли, со мной это тоже было не раз, потом будете лечить пальцы и ногти, и кости. Поэтому эта штука очень опасная. Плюс ноги все-таки имеют отношение к кровотоку, и поэтому, если, не дай бог, простудитесь, то можно заболеть каким-нибудь полиартритом или артритом, еще чего-нибудь. Видите, звонят. У нас эфир идет, а звонят все равно. Ну, давайте ответим, посмотрим, что. Да, слушаю. Что с ними делать, а, как вы думаете, с этими представителями, которые звонят? Да. Красную книжку, друзья, или в черную книжку добавляйте. Желательно не в цифровом виде. Но уже представляется вежливо, видите. Ну, я думаю, что эти просто наемные работники, которые участвуют в этих опросах, в этих так называемых тестах, они пока еще не в курсе, что про них-то тоже информация вся собирается. Поэтому они думают, что про нас все мы открыты, все видны, да, и у нас. Про них гораздо больше знают уже, потому что они звонят каждый день и много, и система все это распознает. Что она будет с ними делать, с этими данными, сама система, люди, которые создают эти системы, они не в курсе, потому что они уже не понимают, что система уже им не подконтрольна. Система работает в автоматическом режиме, она сама по себе живет. Так что вот. Но про обувь все не говорим. Все про обувь. Эко, Адидас и прочее, прочее, прочее. Кто-то, может быть, скажет Мартенсы какие-нибудь или там Коламбию. Я тоже использовал эти Коламбию обувь. Недолго мне не очень повезло. Есть еще специализированная обувь, спортивная, горная обувь. Это отдельные бренды, о которых мы с вами непременно поговорим. Но вот на данный момент я сейчас говорю только про вот эти две марки. Про Adidas я записывал отдельно ролик. Ну, к моему удивлению, этот ролик сейчас продвигается каждый день, и остановки продвижения его нет. Я, честно говоря, очень удивился, потому что ничего принципиально такого супер-супер какого-то я не делал, но я свой опыт сравнения с предыдущим трекшеном, который у меня был,
Ну, посмотрим, как он переживет эту зиму. Ну и заодно посмотрим, пригодна ли кожаная обувь эко для зимы. Э, я думаю, что это будет интересно многим, кто думает, да, о выборе обуви или как-то сомневается. Купить все-таки еще дешевую какую-то обувь или все-таки подождать какое-то время, собирать денег и купить что-то более приличное. Ах, я не могу вам советовать, я могу только свой опыт рассказать. И вот у меня было случаев таких множество. И вот по прошествии какого-то времени, когда начинаешь собирать, суммировать сумму, которую ты потратил на такую недорогую обувь, смотришь, сколько она служит, невольно задумываешься. Например, у меня были там босоножки, да, в которых я ходил тоже по горам, я не помню, по-моему, Рикер, да, кожаные. Ну, разорвались они достаточно быстро, я их чинил там несколько раз, но в результате я теперь только осознаю, что я в них, прошел бы гораздо больше и ушел бы гораздо дальше, если бы к тому времени у меня мозги бы сработали, и я нашел бы тогда эко, да. Потом все-таки мне посчастливилось увидеть этот оффроуд, которых вы видели его во всех моих роликах по путешествиям, я в них передвигался. И на сальде я показывал, как его превратить в горную обувь, собственно говоря, затянуть потуже, да, или расслабить наоборот, что эта обувь в принципе можно носить в разных режимах. Обувь вентилируется, мало того, что вентилируется, там специальные материалы, и самой подошвы, она как бы подстраивается под ногу, очень комфортная, удивительная. В этом году я по возвращении с сальдо я купил еще одну пару, наконец-таки обновил, потому что понимаю, что она не порвется никогда. Я понял, что надо все-таки. У нее уже начала немножко стачиваться подошва сама. Ну как немножко, сколько лет прошло, друзья. С 13 года, считайте, сколько лет прошло. 7-8 лет прошло, да, и до сих пор она рабочая. Вот признак. Ну, считайте, что если вы даже это по 2000 рублей бы босоножки покупали, сколько бы денег оно вышло бы, да, или по 1000. Но, конечно, есть такой принцип, что обувь надо менять чаще, потому что, ну, что там мода, все дела. Наверное, это не ко мне, пока я не дорос до моды. Я все-таки считаю, что менять технику, менять обувь, менять одежду в погоне за обувь, ну, это мой старперский подход. Я считаю, что если она удобная, если она надежная, как та верхняя одежда, которую я использую, да, та, которая мне нравится, надежная, та же Коламбия, там, финские какие-то плащи, и зонтики, и все остальное, и шорты те же самые, да, там, они много лет могут служить, и, ну, а зачем их менять-то? Ну, не знаю. Хотя молодежь меня не поддержит и скажет, ну, как мода там, типа старое все. Да, когда-то мне было, наверное, интересно менять, как бы поновее что-то купить. И многие меня спрашивают, почему ты сидишь до сих пор на Сигме, да, почему ты не ушел куда-то там на Сапог или там, на Nikon. То есть, ну, не знаю, я не вижу там никаких для себя преимуществ, вижу только никаких страхов переобучения нет, потому что этой техникой я работал, я и продавал ее в том числе, поэтому я разбираюсь в этой технике. Но она не несет для меня какого-то смысла, поскольку я считаю, что инструментом нужно в совершенстве владеть, и если он тебе нравится, зачем его менять? И меня тут спрашивали, кстати, отвлечемся от темы по роликам, которые тоже продвигаются по Сигме. Меня спрашивали по поводу недостатков именно поломки этих камер. Это Sigma DP. Вот честно говоря, вот может быть кто-то из моих подписчиков, кто владеет камерой, у кого-то сталкивался с каким-то ремонтом DP серии Miril. Я не знаю таких людей. У меня нет знакомых, у которых что-то сломалось DP 3M или там 2M или 1M. То есть у меня у самого она падала, там, не знаю, несколько десятков раз на асфальт в брекете. Я ее замораживал до такого состояния, что у меня выключалась матрица полосками. То у меня там, ну, я не знаю, что там с ней было, только падала она, что гнулся фильтр, там попадала вода в нее, в кнопку туда, где крутится, да, то есть до сих пор все работает, тфу-тфу-тфу, все исправно. А зачем ее менять, друзья? Тем не менее, я знаю огромное количество у меня знакомых друзей, которые эти сапоги, ну, как бы Canon, Nikon, они носят постоянно, регулярно в ремонт, на чистку, еще куда-то. Ну, хотя это вроде как профессиональная техника. Понятно, что ресурсы и режимы, в которых они используют, может быть, не такие. У меня там, не знаю, там, может быть, там надо посмотреть, какая у меня идет 1000 кадров. Ну, я думаю, что 20 тысяч у меня на них еще нету. А некоторые, конечно, может быть, и в день по 1500 снимают. Ну, это другой вариант, какой режим работы техники самой. Ну, также и обувь, да.
Если говорить про машины, может быть, параллель, да, провести следующую по поводу обуваться, да, обуваться в зимнюю резину или нет. Вот можно кому-то нравится там Nokia как Apelita 10P, который сейчас рекламируют. Я тоже много лет ездил и считаю, что Nokia была одна из лучших. Но тем не менее, даже где-то примерно 10 лет назад, даже больше, появилась Goodyear Ultra Grip 500. И я помню, что люди, с которыми я работал, даже больше это было, больше лет 15 назад. Это была революционная конструкция самой обуви для машин. Она настолько была революционна, что мы тестировали ее, и тестировали с шинщиками. Я тогда работал с этими людьми. И мы в шоке были все, насколько она лучше управляет машиной и по снегу, и по другим показателям. Потом по какой-то причине они ее сняли. Несколько лет она не выпускалась, потом она уже в модификациях. Кто-то любит Мишлен, да, то ну Мишлен для меня это резина очень мягкая, и, ну, та машина, на которой я раньше ездил, турбовая, я этот "Мишлен", я помню, за один сезон я его сжег весь. То есть, на турбовой машине мощной, ну, он комфортный, мягкий, но ударов он боится очень сильно. Поэтому опыт работы с Bridgestone, той же самой компании, да, который положительный был, но это жесткая резина, держит хорошие удары, в поворотах очень хорошо себя ведет, как в планировании. Поэтому, ну, я не буду там говорить про то, и там второго дивизиона резину, да. Поэтому если говорить о легковых, да, ну, это мой опыт. Тем не менее, зимняя резина Nokia, да, это хороший вариант всегда. Гисловет, кстати, с первой резины, которая у меня была, самая интересная, наверно, австрийская тогда была, сейчас она уже вся практически российская. Так что вот, и то же самое с резиной, с обувью, да, то есть производители сами по себе делают какие-то решения для того, чтобы сделать обувь комфортно, чтобы она не скользила. Насколько она будет скользить, кстати, мы проверим, потому что вот такой протектор по всем признакам он должен скользить. То есть такие волнообразные штуковины. Или, например, такой трекшн, который можно сравнить с ультрагриппом, да, наверное, или с Nokia, с чем хотите, да, то есть плюс если с торца здесь посмотреть, здесь маленькие шипы торчат, вот видите, такие. Понятно, что они все сотрутся, но они здесь есть. Какой-то функционал они здесь выполняют. Я думаю, что 100% выполняют. Поэтому тема подошвы, тема самого верха, мыска так называемого, да, вот этих форм, специальных вставок, которые здесь сделаны. Зачем они? Ну, думаю, что не просто так они сделаны. Что это дает? Посмотрим. Рано или поздно, я думаю, что будет ответ, что это дает. И что имеет значение, а что не имеет значения. Да, вот сегодня у нас такой спонтанный эфир. Да, кстати, я хотел спросить у вас, друзья, какие темы вам зашли на моем канале. Может быть, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение, потому что тем интересных много. А, у меня всегда голова тогда разрывается. Ну, я достаточно много накопил материала после моей крайней поездки в Турцию, поэтому еще не все, конечно, я еще выложил. Но, тем не менее, я все-таки вот вчера решил рассказать вам про секреты приготовления рыбы. Да. Для меня это было открытием. Я, честно говоря, не думал, что благодаря вот такой нехитрой технологии можно значительно изменить вкус рыбы и значительно ее улучшить. Посмотрите видео про Газипашу, про рыбное место. Я в этом городе был неоднократно. В этом году мы тут чуть ли не там через день туда ездили. Поэтому после длинных поездок там на несколько сотен километров, конечно, поездка там 30-40 километров, она считается легкой. Ну, а тех, кто отправляется в путь пешком, для них, конечно, выбор обуви, я думаю, что архиважен, особенно кто путешествует на велосипеде. Я познакомился с интересным блогером, который путешествует по Ленобласти, не только по России на велосипедах. У него интересный канал, кому-то будет интересно, я отправлю ссылку, положу ее. Очень интересный человек, мы с ним поговорили, он тоже фотограф, снимает видео про путешествия, снимает видео про как вот костры разжигать, там все остальное, снаряжение. Особенно меня заинтересовали вот эти специальные для велосипедов. У нас в Питере, кстати, контора, которая делает специальные сумки для переноски, для перевоза всего нашего скарба на велосипедах. Это, кстати, из кордуры все делается. Интересная конструкция, и вообще мне понравился их подход. Глядишь, мы
сделаем тест. Ну и в планах у меня еще есть возможность и желание взять интервью у моего друга, который имеет собственное кожевенное производство. Если вам будет интересно, напишите в комментариях. Он выпускает сумки, ну, обувь, наверное, не к нему, но тем не менее технологии, я, в принципе, через него что-то новое узнаю, и качество кожи, и все остальное. Если вам интересно, мы обязательно такое видео сделаем. Слышите? А сегодня все, и град, и дождь, и снег, все в одном. Поэтому почему я и упомянул как бы Гортекс, потому что если у вас обувь промыкает, да, это одно, если у вас просто стекает вода, это другое. Если у вас обувь при этом еще и дышит, да, который позволяет вам чтобы эта влага куда-то девалась, да, то здесь способов на самом деле немного. Или поглощать ее, как в технике, да, например, специальные силикагели кладут в коробках, да, или, например, приборы, которыми я тоже занимаюсь, приборы в специальных ящиках из специальных сортов деревьев, которые поглощают влагу или распределяют ее. То же самое, кстати, можно сказать про штативы. Вы знаете, что значок у меня такой штатива тоже, часть значка штатива. Люди спрашивают, как вот так, почему деревянный штатив, почему я о них разговаривал, почему я упоминал компанию Берлибах немецкий, да, самый старый производитель штативов, и почему они делают из ясеня, почему из этого сорта дерева. Эта тема заслуживает огромного количества видео, я думаю, что мы наверняка сделаем такое. Но смысл в том, что это, во-первых, резонанса. Тут писали мне в комментариях, что фотоаппарат это не резонанс, это не акустика. Ну, скорее всего, люди не в теме вообще, что такое вибрации, что такое частоты и как это влияет на, в том числе, сотрясение изображения. Так вот, Берлибах делает из этого дерева, использует специальные виды материалов, в том числе и разные виды металлов в сочетании, которые дают вот, гашение вот этой вибрации, которая вам позволяет делать острые бритвенные, как лезвие, кадры. Во-вторых, они по-своему глядят на контакт с водой штатива, потому что такой штатив, вы знаете, пропитан специальными материалами, просто потом можно высушить, и он будет в нормальном состоянии. В случае же алюминиевого штатива там все совершенно по-другому. Если нет специальных покрытий или, не дай бог, оно повредилось, да, как бывает часто, алюминий очень быстро окисляется. Алюминий окисляется, но кроме того, что вода, вы знаете, что мы путешествуем в всяких местах, где грязь, где всякие там минералы, вот морская вода, например, я снимал, вы видели, в море в самом, это достаточно очень агрессивная среда для любых металлов, то есть это разъедается очень быстро, в том числе алюминий. Карбоновые штативы, вы знаете, какие там проблемы. Это резинки, это все уплотнители, песок, соответственно, тоже касается воды. Это отдельная тема, поскольку планета Земля – водная планета, и вода здесь течет везде. То есть она проникает в любые структуры, и навредить технике, особенно электронике, она может легко. В случае же с обувью вы должны понимать, что если у вас мокрые ноги, вы долго не пройдете, вы просто натрете. Да? Поэтому она должна каким-то образом выводиться. Или в стельку выводиться, как сделано в компании Эко, да, в некоторых моделях, или испаряться через вот мембрану Гортекс, так называемую. Ну, а если делается все это одновременно, тогда это все еще лучше. Вот такие у меня мысли сегодня на эфир. Жду от вас комментариев, друзья. Напишите дурь, ну, напишите нудный, тоже буду благодарен. Но сегодня у меня такое настроение, сегодня у меня, видите, пора, наверное, заканчивать эту сегодняшний обзор. Я все-таки призываю вас оставить какие-то комментарии, написать, что вы считаете по поводу зимней обуви, по поводу зимы этого сезона, да, ну и как вы смотрите на проблему выбора обуви, что для вас принципиально самое важное, какие параметры в обуви самые главные. И что вы считаете, на что нужно пристальное внимание обратить, а что является вторичным именно в выборе обуви, особенно зимне-летней обуви, ну, зимней, осенне-весенней обуви. Сезон 21-22. 2022. Ну, если все на сегодня, тогда, друзья, не буду вас мучить долго, да. Если напишите какие-то вопросы, отвечу непременно. Я отвечаю всем. Как многие блогеры, которые путешественники, тоже многие отвечают, некоторые, конечно, вообще игнорируют. Это на самом деле очень плохо, как для больших каналов, как и для маленьких каналов, потому что, друзья, алгоритмы изменились, все стало совершенно по-другому. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что информация, сообщество, информация ценная,
Она всегда востребована, и она дает нам возможность улучшать качество своей жизни. Надеюсь, что и, может быть, моя какая-то информация, которая кому-то, может быть, поможет обратить внимание на что-то, для кого-то, может быть, что-то новое открыть. Поэтому фотопрофиль пока-пока, да. Я еще подожду немножко, может быть, кто-то проявится. Ну, и будем завершать, наверное, да. Давайте пока-пока.